Событие, о котором пойдет речь в этом видео, произошло в январе 2022 года в городе Нью-Йорк, а точнее в одном из его самых криминальных районов – Гарлеме. 19-летняя Кристал Байрон Невис работала в ночную смену в ресторане быстрого питания Burger King. 8 января 2022 года она должна была отработать очередную смену. Словно предчувствуя что-то нехорошее, Кристал не хотела идти на работу, но чувство ответственности взяло верх. Девушка отправилась на смену, которая, как оказалось, стала для нее последней. Восточный Гарлем – это район Манхэттена, где проживает крупнейшая диаспора латиноамериканцев в городе, в том числе и пуэрториканцев. Именно из Пуэрто-Рико в 2019 году Кристал вместе с матерью и 14-летним братом переехала в Нью-Йорк. Кристал и ее брат начали посещать школу, а их мать, Кристи Невис, устроилась на работу и старалась делать все, чтобы ее дети были обеспечены всем необходимым. В 2021 году Кристал окончила школу и получила аттестат о среднем образовании. Она начала искать работу, но не обладая какой-либо профессией, в декабре 2021 года вынуждена была устроиться на работу в Burger King в Восточном Гарлеме. Она работала на 116-й улице всего в нескольких кварталах от дома. Работа за кассой в ресторане быстрого питания, конечно же, не была пределом мечтаний девушки. Она планировала поступить в колледж и получить профессию, которая позволила бы претендовать на более оплачиваемую должность. Но именно сейчас Кристал мечтала о личном автомобиле и поставила себе цель самостоятельно заработать на его покупку. В первые же дни работы в Burger King Кристал столкнулась с трудностями. График был составлен таким образом, что ей приходилось работать в ночную смену. А учитывая то, что Гарлем – один из самых криминальных районов Нью-Йорка, девушка, естественно, была не в восторге от ночных смен, потому что ночью в Гарлеме становится еще опаснее, чем днем. По ночам перед входом в Burger King, где работала Кристал, собирались ночевать бездомные, которым иногда перепадала мелочь или еда от посетителей. Девушка стала всерьез беспокоиться о своей безопасности и попросила начальство изменить ей график работы. Она попросила перевести ее в дневную смену, и ей пошли навстречу. Начиная с 14 января, Кристал должна была начать работать в дневную смену. Дорабатывая последние ночные смены, девушка все меньше хотела идти на работу. Вечером 8 января 2022 года Кристал собиралась на одну из своих последних ночных смен. Перед выходом из дома она сказала своей матери Кристи, что не хочет идти на работу, потому что боится контингента, который собирается там по ночам. Но мать попросила дочь поступить правильно. Кристи сказала: «Ты должна быть ответственной. Ты должна идти, потому что ты уже стоишь в графике. Неизвестно, сможет ли когда-нибудь чувство вины покинуть женщину». Уговорив дочь отправиться на работу, живой ее Кристи больше не увидела. Придя на работу, Кристал переоделась и приступила к выполнению своих обязанностей. Отделение Burger King, где она работала, было круглосуточным, но охраны в нем не было. Хотя в некоторых других некруглосуточных отделениях сети она была. Около часа ночи в помещение вошел мужчина, одетый во все черное. Его лицо было скрыто черной лыжной маской, а в руке он держал пистолет. В это время в зале за столиком сидел клиент, который первым оказался на пути злоумышленника и получил удар рукоятью по голове. Следующей на пути преступника оказалась женщина-менеджер, которая получила сильный удар в лицо. Затем неизвестный подошел к кассе, за которой стояла Кристал. Угрожая ей, он потребовал открыть кассу и передать ему деньги, которые там лежат. Кристал выполнила все требования. Она открыла кассу, взяла деньги и отдала их преступнику, но в кассе оказалось всего $100. Мужчине, видимо, не понравилось, что ему досталось так мало денег, и он, недолго думая, нажал на спусковой крючок. Пуля попала Кристал в грудную клетку. После того, как преступник покинул помещение, был совершен звонок в 911. На место прибыли полицейские и скорая помощь, которая доставила Кристал в больницу.
Но несмотря на все усилия врачей спасти девушку, им не удалось. Полицейские оцепили район, где все произошло, но найти и задержать преступника по горячим следам у них не вышло. Клиент, который получил рукоятью по голове, и женщина-менеджер рассказали полиции все, что смогли вспомнить. По их словам, Кристал не перечила преступнику и делала все, что он говорил. Полиция Нью-Йорка опубликовала изображение этого мужчины. Несмотря на то, что его лицо было скрыто маской, служители закона надеялись, что кто-то сможет узнать его и сообщит об этом. За информацию, которая приведет к аресту преступника, департамент полиции Нью-Йорка предложил вознаграждение в размере $10 000, которое вскоре было увеличено до 20 000. Случившееся стало тяжелым ударом для семьи Кристал, жизнь которой только начиналась. У здания, где все произошло, был организован импровизированный мемориал, где неравнодушные люди зажигали свечи и куда приносили цветы. Одним из тех, кто пришел почтить память Кристал, был мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. В своем твиттере он написал: «Оружие уничтожает жизни в нашем городе. Это личное для меня. Мы создаем команду, чтобы положить конец насилию с применением огнестрельного оружия». Сотни неравнодушных людей откликнулись на призыв о помощи, когда был организован сбор средств для семьи Ньевес. Мать решила предать тело дочери земле на родине, в Пуэрто-Рико. Сбор закрыли, когда сумма пожертвований достигла отметки $45 000. Американская авиакомпания JetBlue, главный офис которой находится в Нью-Йорке, тоже не осталась в стороне. Она предоставила членам семьи Кристал бесплатные билеты в Пуэрто-Рико. Листовки с изображением преступника активно распространялись по городу. Также этот кадр распространялся в социальных сетях, а о случившемся говорили в новостных программах на телевидении, благодаря чему в Нью-Йорке осталось, наверное, не так много людей, кто не слышал бы о случившемся с Кристал. Crystal Bayron Nieves. Crystal Bayron Nieves. 19-year-old Crystal Bayron Nieves. 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 Через 5 дней после ее смерти полиция объявила об аресте подозреваемого. После того, как преступник покинул место происшествия, детективы отследили его передвижение с помощью записей с камер видеонаблюдения. Особыми приметами, которые упростили это отслеживание, стал пакет в руках, рюкзак и белые наушники. 30-летний Уинстон Глин был арестован в пятницу 14 января в Бруклине. По адресу, где его задержали, детективы также обнаружили одежду, которая была на нем в ту ночь. Глин – гражданин Ямайки, который жил в приюте для бездомных. И что самое удивительное, в 2020 году он сам некоторое время проработал в Бургер Кинг, и именно в том отделении, которое решил ограбить. Более того, за день до нападения он пришел в заведение под видом посетителя, вероятнее всего для того, чтобы осмотреться. Детективы пришли к выводу, что Глин спланировал нападение, так как знал все тонкости работы заведения и был в курсе того, что там нет охраны. С Кристал он знаком не был, так как уволился еще до того, как она пришла туда работать. 14 января, когда Глина выводили из полицейского участка, чтобы доставить его в здание суда, он начал кричать на толпу разгневанных людей, собравшихся возле участка. Судя по выкрикам Глина, он, похоже, на самом деле считает, что ему чем-то обязаны. В ответ на оскорбление собравшихся Глин кричал, что Америка сгорит, а также спрашивал, где репарации за 400 лет чертового рабства. Во время предъявления обвинений в зале суда Глин неоднократно называл судью лжецом. Глину предъявили обвинения в лишении жизни первой степени и грабеже, а также отказали в освобождении под залог. В настоящее время семья Кристал и их адвокат рассматривают возможность подать в суд на Бургер Кинг. Адвокат семьи заявил, что отсутствие охраны могло способствовать смерти Кристал. Что касается Глина, то впереди его ожидает судебное разбирательство. Если его признают виновным в лишении жизни первой степени, то ему грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. По законам штата Нью-Йорк это максимальное наказание, к которому его могут приговорить.
К сожалению, есть и вероятность того, что он может быть приговорен к пожизненному заключению с правом на досрочное освобождение. Хотя, учитывая обстоятельства совершенного им деяния, право на УДО ему вряд ли грозит.